Как выйти из кризиса и депрессии? Об этом сегодня и поговорим. Привет, друзья! Меня зовут Ольга Иванина, и я гипнотерапевт. Но прежде чем начать, предлагаю вам подписаться на мой канал, потому что так вы сможете качественно повышать свой уровень. Возможно, вы чувствуете себя совершенно потерянным и разочарованным в жизни. Может быть, вы переживаете сложный период, когда все рушится, и вы не знаете, как с этим справиться. Или же внешне все выглядит благополучно, но внутри вас терзает тревога, апатия и ощущение бессмысленности происходящего. Если это знакомое для вас чувство, значит, вы находитесь в состоянии кризиса или депрессии. Но у меня для вас хорошие новости. Из этого состояния можно выйти. В сегодняшнем видео я поделюсь проверенным планом из 10 шагов, который поможет вам преодолеть кризис, восстановить внутреннюю гармонию и сделать первые шаги к полноценной жизни, которой вы хотите. Итак, давайте начнем. Начнем с того, как определить, находитесь ли вы в состоянии кризиса или депрессии. Обычно этому сопутствуют следующие симптомы: хроническая усталость и апатия. Вы постоянно чувствуете упадок сил, опустошенность и желание что-либо делать. Потеря интереса к жизни и прежним увлечениям. То, что раньше доставляло радость, больше не вызывает положительных эмоций. Ощущение безнадежности и бессмысленности происходящего. Вы перестаете видеть цель и смысл в своих действиях. Негативные мысли и чувства. Грусть, тревога, страхи, вина. Они преследуют вас постоянно. Проблемы со сном и аппетитом. Нарушается нормальный режим сна и питания. Трудности принятия решений и концентрации внимания на повседневных делах. Ухудшается работоспособность, одиночество и оторванность от окружающих, даже близких людей. Кажется, что вас никто не понимает. Если хотя бы несколько из этих симптомов присутствует в вашей жизни, это может свидетельствовать о кризисе или депрессии. И здесь крайне важно не игнорировать эти сигналы, а начать предпринимать конкретные действия по изменению ситуации. Давайте теперь разберемся, что может стать причиной подобного состояния. Причины, по которым люди впадают в кризис или депрессию, могут быть разными. Но обычно они коренятся в прошлом человека, в его детстве и отношениях с родителями. Очень часто травмы и психологические ошибки родителей откладывают глубокий отпечаток на личность ребенка. Например, критика, отсутствие эмоциональной поддержки и безусловной любви формируют ощущение собственной неполноценности, низкую самооценку, нарушение личных границ, когда родители излишне опекают или наоборот отвергают ребенка, приводит к трудностям с построением здоровых отношений уже во взрослой жизни. Возникает кризис самоидентичности, финансовые трудности, развод и другие стрессы, пережитые в семье, также могут стать первопричиной депрессии и выгорания спустя годы. Помимо родительских факторов, причинами кризиса нередко становятся личные неудачи, проблемы на работе, в бизнесе, разрыв отношений, утрата близких. Вы чувствуете себя потерянным и неспособным справиться с ситуацией. В результате формируется ощущение, что вы зашли в тупик, жизнь застопорилась. Появляются мысли о бессмысленности существования, апатия и уныние. Но это ловушка. Кризис и депрессия – это не конец, а возможность для перезагрузки, перехода на новый виток развития. Ключевой момент
осознать причины и не цепляться за прошлое. Переходим к следующему важному шагу – принятию необходимости изменений в своей жизни. Одним из ключевых аспектов для выхода из кризиса и депрессии является готовность к переменам в своей жизни. Очень часто люди цепляются за старое, привычное, боятся выйти из зоны комфорта. Но именно это и удерживает их в порочном круге. Представьте, что ваша жизнь – это дом, и в нем образовалась трещина, через которую постоянно сквозит холодный ветер. Вы можете игнорировать эту проблему, закутываться в теплые вещи. Но рано или поздно трещина разрастется, и в доме будет невозможно жить. Или же вы можете решиться на ремонт, залатать брешь. Да, это потребует некоторых усилий и временных неудобств, но в результате вы получите обновленный, уютный дом, в котором будет тепло и комфортно. Точно так же и в жизни. Кризис – это сигнал о необходимости перемен. Нужно осознать, что старые модели больше не работают. Бояться перемен естественно, но игнорировать их еще страшнее. Именно они откроют двери в новую качественную реальность. Давайте теперь разберемся, какие конкретные шаги можно предпринять, чтобы выйти из кризиса и начать строить желаемую жизнь. Итак, вы осознали необходимость перемен и готовы начать действовать. Прежде чем перейти к конкретному плану, хочу подчеркнуть, если вы чувствуете симптомы кризиса или депрессии, не стоит затягивать, игнорировать эту проблему. Обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Своевременная профессиональная поддержка имеет решающее значение для выхода из кризисного состояния с наименьшими потерями. Специалист сможет разобраться в корнях проблемы и подобрать эффективные методы терапии и сопроводить вас на этом сложном пути. Продолжать замалчивать ситуацию и оставаться наедине с кризисом чревато серьезными последствиями для психического и физического здоровья. Поэтому помните, обращение за помощью – это не слабость, а проявление ответственности и заботы о себе и близких. А теперь перейдем к изложению самого плана. Он станет хорошим подспорьем для тех, кто пока только находится в начале пути преодоления кризиса. Вот его 10 ключевых шагов. Первое. Примите ситуацию. Прекратите бороться с реальностью. Осознайте, что кризис – это временное состояние. Второе. Определите истинные ценности и цели. Зачем вы живете? Чего на самом деле хотите добиться? Третье. Проанализируйте прошлое. Выявите травмы и ограничивающие убеждения, перенятые у родителей. Четвертое. Отпустите обиды и боль. Простите родителей и близких. Освободитесь от негативной энергии. Пятое. Обретите самопринятие. Полюбите себя таким, какой вы есть. Перестаньте стыдиться своих чувств. Шестое. Определите новое окружение. Найдите людей, которые вас поддерживают и принимают. Седьмое. Начните новое дело. Займитесь тем, что вдохновляет вас и доставляет удовольствие. Восьмое. Практикуйте саморазвитие. Читайте, учитесь, ставьте цели на каждый день. Девятое. Заботьтесь о физическом здоровье. Следите за питанием, режимом сна и физической активностью. Десятое. Помогайте другим. Находите время на доброе дело, помощь нуждающимся. Следуя этим шагам, постепенно вы сможете высвободить свой внутренний ресурс, обрести гармонию
энергию и вдохновение для построения желаемой жизни. Дерзайте, друзья! Подытожим все, что мы обсудили. Кризис и депрессия – это сложное состояние, которое зачастую имеет корни в прошлом человека, в травмах детства и проблемных отношениях с родителями. Оно ведет к апатии, потере смысла жизни, негативным мыслям и чувствам. Но кризис – это не приговор, это возможность для перезагрузки и перехода на новый виток развития. Чтобы выйти из кризиса, нужно принять необходимость перемен и начать действовать. Если после просмотра у вас остались вопросы или вы чувствуете, что нуждаетесь в более глубокой проработке, настоятельно рекомендую записаться на индивидуальную консультацию. Своевременная помощь специалиста крайне важна для преодоления кризиса. Ссылку на запись можно найти под этим видео. Больше полезной информации о гипнотерапии можно найти в моем блоге гипнотерапевта. Ссылки размещены в описании видео. Напишите в комментариях «Я гипнабельный», и я буду знать, что вы досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно было для вас полезным, и подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, и в выпадающем списке выберите все, чтобы не пропустить мои новые видео. Я верю, что у каждого из вас есть потенциал выйти из кризиса и создать ту жизнь, о которой вы мечтаете. Просто сделайте первый шаг и помните, главное — действовать.